Добро пожаловать на канал Лекарь Травинка. Сегодня я хочу показать, как делаю целебную настойку от давления и для укрепления сосудов. Это очень полезное, но, к сожалению, незаслуженно забытое народное средство. Делаю ее по рассказам своей бабушки и прабабушки. И главный продукт, который необходим для этой настойки, это свекла. На 2-литровую банку понадобится 2 небольших, либо 1 крупная. Свеклу очищаем, моем и нарезаем. Натирать ее на терке не нужно. Достаточно просто порезать произвольно небольшими кубиками или брусочками. Насыпаем свеклу на дно 2-литровой банки. Можете взять 3-литровую, можете взять другую емкость, но запомните, что по объему свекла всегда должна занимать примерно треть от всей емкости. Заливаем питьевой водой комнатной температуры. Воду берите чистую, желательно из артезианских скважин. Если нет такой возможности, то хотя бы профильтруйте. Доверху мы не наливаем, оставляем еще пространство. И сейчас я вам объясню, для чего. У нас остался еще один очень важный ингредиент, который нужно добавить в эту настойку. Это мед. Без меда она будет медленно бродить. Вот чтобы ускорить процесс, обязательно его добавляем. Если меда у вас нет, то как альтернативу, конечно, можно использовать сахар. Но в старинном народном рецепте, конечно же, упоминается мед. Желательно его все-таки достать. И на это количество свеклы нам потребуется 1 чайная ложечка меда. Как видите, он довольно-таки густой, поэтому в банку его добавлять и разбалтывать я не рекомендую. Вы можете случайно разбить стекло. Вот лучше сначала его в стаканчике с небольшим количеством вот той же самой водички питьевой разболтать, растворить и только потом перелить в банку. Вот у нас мед полностью растворился. Заливаем его в банку. Еще раз хорошенечко все перемешиваем прямо в банке. Накрываем марлечкой либо холстинкой, завязываем неплотно и ставим на 5-7 дней в теплое место для брожения. Прошло 5 дней, давайте смотреть. Какой интенсивный цвет! Вы посмотрите, даже не свекольный, а вишневый скорее. Снимаем марлечку. Ну вот, у нас уже процесс брожения здесь пошел. Видны пузырьки, видна пена на поверхности. То есть дальше настаивать не имеет смысла, потому что превратится в брашку. Нам это совсем не нужно. Нам нужен такой легкий эффект газированного такого напитка, кваса такого, легкого свекольного кваса. Так что я думаю, что как раз самое время. Вот эту пенку на поверхности мы снимаем. Вот смотрите, какая это не плесень, это просто уже такая зрелая пенка. В первые дни она белая, а вот сейчас она как раз уже принимает цвет свеклы. Процеживаем настой через ту же самую марлю. Красота! Аромат просто неимоверный и очень красиво, конечно, выглядит наш настой. Некоторые его называют свекольный квас. Но как ни называй, это очень и очень полезный напиток. Очень полезен для пищеварения.
Пища будет гораздо лучше усваиваться, перевариваться и выводиться из организма вовремя, регулярно, естественным путем. Те, кто страдает от запоров, обязательно сделайте этот рецепт. То, что свекла помогает от запоров, ее рекомендуется принимать. Это знают все, но вот такой вот свекольный настой, свекольный квас действует так же практически, как свекла, но гораздо мягче. То есть не будет вот такого вот резкого эффекта, когда выпил и тут же побежал в туалет. То есть действует очень хорошо, вот, но гораздо мягче. Ну а теперь расскажу, как именно его принимать. Значит, понемножку и желательно первый раз с утра на пустой желудок. Ну вот я, например, сейчас как раз встала, только что еще не завтракала, так что я себе налью и покажу вам свою обычную дозу. Беру я несколько столовых ложек или примерно 50 миллилитров. Такого вот количества хватает, чтобы завести пищеварение с утра и заодно улучшить состояние сосудов и нормализовать свое давление. Очень красивый цвет, друзья, очень приятный вкус. И я сейчас выпиваю все до дна. Ну, это очень приятно. Попробуйте. Это такой, знаете, напоминает лимонад. Газированный такой очень приятный нежный напиток. Где-то через полчаса после приема можете завтракать. Пить рекомендуется дважды в день. Первый раз перед завтраком, второй на свое усмотрение, то есть перед обедом, либо перед ужином. Доза точно такая же, примерно 50 мл. Желательно принимать этот полезный напиток курсами от 2 до 4 раз в год. Курс – это дважды в день, ежедневно, в течение 2 недель, либо месяца. После того, как вы целый месяц принимали таким образом, обязательно нужно сделать перерыв где-то на 2-3 месяца, а затем по желанию или если есть такая необходимость, можно снова повторить курс. На протяжении курса хранить настой в холодильнике под крышкой. Бродить он больше у нас не должен. Должен оставаться именно вот в таком вот состоянии. Если информация была для вас полезной, не забывайте ставить лайки, поддерживать меня хорошими комментариями и делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях. Я думаю, им это тоже будет полезно. Ваша Травинка.